Мы не будем сегодня говорить о качестве в основном продукции, не будем говорить о том, каких результатов кто достиг. Сегодня я постараюсь говорить исключительно на тему бизнеса. Итак, когда я пришла в компанию NSP, я считаю, что начала смотреть в сторону бизнеса 7 месяцев назад. То есть, по большому счету, я еще такой вот прям вот новичок. Но за это время у меня, я считаю, и все считают, как хороша дитя, когда мамка хвалит, хорошо, когда другие похвалят. И вот другие, это мой спонсор Ирина Шабанова, мои коллеги, которые рядом, которые по 10-17 лет в НСП, они говорят, и я в это уверовала, что это очень хорошие результаты, я иду семимильными шагами, так говорят. Я, правда, так не особенно считаю, но я радуюсь своим успехам. То есть у меня, я лидер, ассистент. Я еще немножечко теряюсь даже в рангах. Вот, за 7 месяцев я стала лидер-ассистентом. И я хочу еще раз, уже в который раз, поделиться своим опытом. Но я должна сказать, что в моей команде есть один лидер, но он не подтвердил. 2 месяца подряд она не подтверждает своего статуса. И поэтому, так сказать, вот все люди вот эту сложную, когда возникла сложная ситуация, те, которые шли на лидера, они все сдулись. И поэтому я одна за счет потребителей делаю вот то количество баллов, которое, не то чтобы нужно, а большое количество баллов только за счет потребителей. Но вот мой опыт. Итак, поскольку я блогер, и я считаю, что это основное, сейчас мое занятие, да, предприниматель и блогер. И у меня на канале сегодня, кстати, поздравляю себя, вас, 140 тысяч подписчиков. Но я представлена во всех соцсетях, кроме Одноклассников. В Одноклассники я зашла, но вышла оттуда по принципиальным личным соображениям, чтобы не быть на этой площадке. То есть я просто не захотела ее осваивать. Но вам я этого не рекомендую. Да? То есть я есть YouTube-канал, Рутуб-канал, Facebook, я остаюсь на Фейсбуке, несмотря на что, Инстаграм, если считать, WhatsApp, у меня Телеграм-канал, у меня 2 чата в Телеграме, это группа здоровья с НСП, группа с любовью к жизни, затем у меня Яндекс.Дзен, по-моему, все. Вот представьте, да, у меня 8 соцсетей, и только техническую часть Ютуба и Рутуба мне помогает мой помощник технический. Уже 2 года помогает, кстати, я его 2 года, я ни разу его не видела в глаза. Это просто друг моего одноклассника, друг моего ученика, который просто мне посоветовал, и очень порядочный человек, мы с ним вот такие у нас джентльменские соглашения. То есть я представлена в 8 соцсетях. И начала я вам скажу, чтобы вы не боялись, что можно зайти, в 57 лет начала быть блогером, в 57, господа. И поэтому, если вы сейчас, вам там 10, 20, 30, 40 лет, 50, если вы считаете, что вам уже поздно становиться блогером, то, пожалуйста, не думайте так. Никогда не поздно. У меня аудитория основная 45+. Таких людей, поскольку качество жизни улучшается с каждым годом, продолжительность жизни увеличивается с каждым годом, да, примерно на 20-30 лет продолжительность жизни увеличилась, то вот этой аудитории, которой 45, 50, 60, 70 и 80 лет, их очень много по миру. И поскольку это уже в основном в своей массе такие люди одинокие, им не хватает общения, сейчас они в основном находятся дома и смотрят социальные сети. Они активно включаются. И не надо сбрасывать со счетов этих людей. Как сказал Алексей, наш коллега, так сказать, партнер Алексей, фамилию забыла, да? Вот, он в Одноклассниках, у меня, говорит, в основном, говорит, одни бабульки
Вот, понимаете, да? Одни бабульки. То есть, и он работает с ними. Если к нему пришла такая аудитория, он с ними работает. Но я ему посоветовала выйти еще на, привлекать более молодежную аудиторию. Ее тоже нужно искать. Так вот, один из, так сказать, секретов, ну, моего, скажем, успеха, да, в компании NSP, что вот такой ранг, и я примерно делаю ежемесячно, ну, 4-5 тысяч баллов. За счет клиентского только. Только за счет клиентов. Одна, понимаете, 4-5 тысяч баллов. Я вам скажу, что это непросто, совсем непросто. И не думайте, чтобы вы не думали, что вот я такая молодец, у меня 140 тысяч подписчиков, и я такая сижу и вот на лаврах. Во-первых, я каждый день выпускаю ролик, 2 года. Друзья, каждый день я не лягу спать, пока я не выпущу ролик. Иногда я выпускаю 2 ролика в день, 2, и делаю это сама. И в каждую соцсеть, не то чтобы я такая, знаете, это неуважение будет к моим подписчикам, если я в каждую из соцсеть, как говорится, засуну тот ролик, который я выпустила за 1 день. Я этого делать не буду, потому что я уважаю. Просто взять и кинуть. Вот как мне картинку пересланные сообщения присылают, я вот терпеть этого не могу. Это неуважение к человеку, если мне кто-то переслал чью-то картинку просто пустую. Лучше напишите мне 2 слова «поздравляю с праздниками», я отвечу. А на картинке я просто категорически перестала отвечать, потому что я начинала отвечать голосовым сообщением, и мне даже спасибо за это не говорили. И я поняла, что меня просто впустили в рассылки. И я не хочу, чтобы ко мне так неуважительно относились. Поэтому я не делаю такого. Я взяла ролик один, выпустила и на все соцсети его засунула. Такого нет. Если я делаю перепост этого ролика ВКонтакте, а вот ВКонтакте еще он сказал, значит, у меня получается 9 социальных сетей, ВКонтакте я не уходила никуда, значит, тогда я обязательно напишу заголовочек, поприветствую всех, скажу, о чем этот ролик, и попрошу делиться им, очень важно, сохранять себе и делиться. То есть, если я об этом не говорю на ютубе, никогда не говорю, сохраняйте, делитесь, подписывайтесь на мой канал, я почему-то это не говорю. Оно и так происходит. Ну, как-то не люблю я навязываться. То ВКонтакте, если это касается здоровья, то я всегда напишу, ну, о чем ролик уважительно, да, и, пожалуйста, сохраняйте, делитесь, будьте здоровы. То есть, вот, знаете, с таким очень добрым посылом на здоровье. Мне не нравится, например, обращение, если ты это, пиши туда-то. Вы у меня такого никогда не найдете. Если вы это пишете, и это у вас работает, ради бога. Но я никогда так не напишу. Пиши в директ, пиши в WhatsApp. Или, ну вы поняли, о чем я говорю, да? Если вам это, то пиши, я отвечу. То есть на «ты» получается у нас обращение. Я так никогда не напишу, потому что все-таки, ну я не могу. Мне бы так сказали, пиши. Если что, пиши туда. То есть это какое-то резкое. Если что, иди туда. Ну, я на такое не отвечу. А если мне как-то уважительно пригласят, еще на «вы» ко мне обратятся, я среагирую. То есть у меня вот такое. Но у нас, так сказать, у каждого будет свое. Если у вас это работает, ну, флаг в руки. У меня это, я такого не приветствую. Так вот, если, допустим, это Инстаграм, то я не могу туда ролик запихнуть в Инстаграм, если он даже идет 40 минут, я же не могу туда его, тогда я возьму какой-то фрагмент ролика, либо отдельно сниму для Инстаграм видео, видео какое-то и помещу в Инстаграм. И сделаю такой либо коротенький, либо длинный такой постик о том, что это такое, что я делаю и так далее. Такой, знаете, чаще всего от души, душевное. Недолго не буду думать над ним, вот не буду. Я напишу то, что у меня от души, да? Вот, а остальное я скажу там. Автоматически этот ролик пошел в Facebook. У меня как-то прикреплено, и он пошел в Facebook, я могу там тоже шапочку какую-то сменить. Мне не очень нравится площадка Facebook, но это площадка, и я все равно там остаюсь. Вот. В Яндекс.Дзен я тоже не помещу ролик, и я тоже туда делаю какой-то кусочек там на 2-3 минутки.
но с маленькими комментариями. Я только зашла на Яндекс.Дзен, у меня 400 человек там, и не знаю, откуда они появились, но, в общем, зашли, где-то, может, по ссылочке. Вот. И практически на Рутуб я пока загружаю те видео, которые были, и новые. Не я, помощник загружает. Там нельзя комментировать, поэтому я пока не знаю, как выстрелить Рутуб. Но что я хочу сказать про Рутуб. Дело в том, что сейчас мы находимся, все мы с вами, в одинаковых стартовых условиях для Рутуба. Правительство или кто, я не знаю кто, выделили, как мне уже объяснили знающие люди, на Рутуб выделили миллиарды рублей, чтобы привлечь блогеров на Рутуб, сделать альтернативу Ютубу. Да, я с вами согласна, что он сейчас очень несовершенный. Я туда сама могу войти только по ссылке, которую мне помощник прислал. Там невозможно комментировать, он несовершенный прям вообще. С телефона ничего я не могу сделать, с телефона на Рутуб. Только можно с компьютера пока. Но я все равно туда зашла и все равно его развиваю, потому что одинаковые стартовые условия. И я же не на один день, не на один год пришла, да, в этот бизнес. Я пришла сюда надолго, на 10 лет, то есть до конца своей жизни. И поэтому, как это выстрелит, никто не знает. И когда ты заходишь на нулевом этапе, даже если это несовершенное, а вдруг он через полгода, они сделают его таким, знаете, бабахнут, еще круче. У нас тоже айтишники талантливые, и они его бабахнут так, что это будет еще сильнее Ютуба. А уже там будут люди пошли, а вы скажете, вот зря я когда-то меня призывали, я не зашел. Поэтому какая мораль этого всего? Если вы, есть такое выражение, если вы стесняетесь, то вам нечего делать на Ютубе. Вот если вы стесняетесь, значит идите в это стеснение, пытайтесь с ним бороться и выставляйте. Я недавно встречалась с одной, значит, девочкой, мы встречались с ней в кафе после фестиваля, который у меня прошел, да, йога-фестиваль. И она она решила пробовать продукцию и этим заняться. Я говорю, ты покажи мне свой контакт. То есть я провела инспекцию ее контакта, и выяснилось, что ВКонтакте она просто вот так себя сфотографировала, сделала какую-то, нет, не селфи, но потом обработку-то. Как это называется? Фотошоп, то есть такая красавица, просто фотографию, она ее выставляет, эту фотографию. Следующее у нее пост, опять фотография, другая отфотошоплена, другая, просто пустая, без комментариев, без всего. 3 таких вот поста, потом пост про то, какая война вот идет, да, такая политическая, еще, лайкают люди, лайкают. Я говорю, понимаешь, мне, например, у тебя на странице неинтересно. А почему? Ну и что ты выставил свою фотографию? Хочешь показать, какая ты красивая или что? Что ты хочешь? Она ничего не несет. Хорошо, вот я, например, видела твою аватарку, я тебя вот говорю, я потом не могла тебя узнать. Я действительно тебя, мы идентифицировали, кто это. И зачем это делать? У меня нет фотошопа, я ничего, вот как есть, так и есть. Вот мне нравится Ирочка Шабанова, никаких фотошопов, понимаете, да? Так вот, я прям наставила на нее камеру в кафе, она говорит, вот я не накрашена, как обычно, да, я никогда. На 5-й раз она все-таки сказала, и сказала, что здравствуйте, дорогие мои подписчики, я рада приветствовать вас на моей странице. Я объявляю вам, вот такую речь она говорит, да, что с этого дня я начинаю новую жизнь. Я была на фестивале, а потом увидела себя на видео, на фотографиях. Я сбросила за время фестиваля, она говорит, 2 килограмма 600 граммов. И сейчас я хочу на этом не останавливаться, и я поняла, что у меня лишний вес. И я хочу, когда-то, это я ее речь говорю, когда-то 15 лет назад я состояла в компании НСП, и у сына был не бронхит, а астма. И я, говорит, спасла сына с помощью вот этой продукции. И сейчас, говорит, я 15 лет больше ничего не делала. И сейчас, говорит, я хочу попробовать еще раз восстановить, спасти себя вот этой же продукцией. Она показывает. Вот, говорит, я взяла, я хочу начать. Если, значит, она говорит, если вы хотите ко мне присоединиться, похудеть, да, сбросить вес, пожалуйста, напишите мне, я с удовольствием, вот так, да.
Все, и выставила. А я ей вверху написала еще, видео мы это выставили, и написала вверху, я даже говорю, смотреть не будешь. Она потом, боже, как я выгляжу. Я говорю, даже не смотри, просто взяли и выставили. Я говорю, ты как есть, так и есть. И потом я написала, дорогие друзья, я начинаю новую жизнь, кто со мной? Я прям написала, кто со мной? Восклицательный знак и вопрос. И очень много комментариев, люди начали. Я говорю, понимаешь, ты опубликовала, по крайней мере, какая-то информация есть. Ты предстала живой, настоящей. Вот какая ты есть сегодня. Тебя люди увидят такой. Через 3 месяца ты еще. А теперь там прям говоришь, я буду вас информировать. Как я меняюсь? Я буду вас информировать. То есть, и, пожалуйста, я говорю, вот напиши. Вот, допустим, я отправила ей видео, где она становится на руки в уголок. Вот эту. Я говорю, ты когда-нибудь это делала? Она говорит, никогда, вниз головой. И напиши так, друзья, посмотрите на это фото. Здесь я никогда не стояла вниз головой. Ей 55 лет, и за 55 лет я первый раз стала вниз головой. У меня получилось, я герой, я горжусь собой, я хочу продолжать. То есть вот это напиши, 2 предложения, не надо делать пост на много, вот это, люди увидят себя настоящей. То есть если вы никогда не занимались соцсетями, вам же надо где-то об этой продукции рассказывать, честно, искренне и рассказывать смело, потому что это шикарная продукция, это высочайшего качества продукция, не стыдно за нее. И, пожалуйста, выставляйте искренне, прямо вот берите какой-то, вот я соусик, да, пью, когда я видео снимаю, да, дома, я беру и вечером, допустим, снимаю. Я говорю, вот видите, раскрываю перед ними эту 8, вот видите, говорю, я насыпаю 8 и прямо допиваю, говорю, я буду пить при вас, дорогие мои зрители, потому что надо горяченьким пить, за час до сна, говорю, сейчас уже поздно, я скоро спать лягу, я не обманываю никого, я действительно, или вот говорю, беру хлорофилл, говорю, вот пью солстик и хлорофилл, что это такое? Это очень полезно. То есть вы должны быть максимально ближе к тем людям, которые вас смотрят или будут смотреть. Сейчас вся масса, которая была в Инстаграм, они все повалили в ВКонтакт. Это просто какое-то, вот, знаете, огромное количество людей. Так вы должны с ним познакомиться, попробуйте сделать презентацию вот так вот, кто вы, что вы, да, вот такую вот, кто вы, и рассказывайте искренне от всей души. Вам нужно, когда я начинала работать на Ютубе, это были 1-е или 2-е ролики, я просто читала свои рассказы про бабушку, там, ну, я не знала, садилась у камина и начинала читать, то есть особенно, да, вот эти были мои 1-е ролики. И одна женщина мне написала фразу, которую я до сих пор запомнила. То есть она видит, что я вступила на YouTube, такая, видимо, интеллигентная очень дама, и она написала: Любовь Николаевна, я желаю вам удачи. Если наши женщины вам поверят, у вас все получится. Вот такую фразу она мне написала. И вы знаете, я вот сейчас вспоминаю и всегда стараюсь следовать этой фразе. Комментарии разные, там даже что ты там, обезьяна, сидишь и вещаешь, даже такие есть. Ну, люди разные есть, поэтому не надо на это реагировать. Но у меня была даже цель такая, да, чтобы люди мне поверили. Мы порой несколько раз начинаем новую жизнь. Когда я в Норильске была, это, знаете, ну, как говорят, каждая собака знала. Я же учитель в бане, да, где все меня знали. Тем более, ну, большая должность была, в общем, неважно, знали. Я приехала в Петербург, меня никто не знает. И я заново в 50 лет начинала доказывать, что я вот такая хорошая, что у меня знания есть, опыт, что я все могу сделать и так далее. Я заново сама открывала детский центр в новом районе, доказывала, да, принимала, но искренне делать. Надо себя спросить, если бы вы делали это бесплатно, вы бы хотели это делать? Да, хотела бы, потому что хочу, тогда у вас это пойдет. Так вот, заново, когда я вступала на YouTube, весь мир меня тоже
не знал, и мне нужно было заново в 57 лет доказывать или показывать всему миру, что я не обманываю. Сколько было первых комментариев, какая я сякая, такая. И я ни с кем не вступала в дискуссии, но я одной женщине ответила, по-моему: вы что думаете, мадам, я ей сказала, вы что думаете, меня смотрят моя семья, мои ученики, мои родители моих учеников, меня смотрят люди, которых я уважаю, мои друзья. Вы что думаете, что я буду обманывать вас, вот говоря о чем-то? Зачем мне это нужно? Вы вообще подумайте, что вы говорите. Зачем мне это обманывать? Что канал не монетизировался даже. То есть я искренне говорила, и даже искренне не верят. Но, посмотрите, прошло 2 года, и я понимаю, как эта женщина сказала, мне поверили женщины. Женщины поверили. Мужчины смотрят 10%, они иногда, какую-нибудь позу выставлю в йоговскую, они говорят, да, я тоже люблю эту позу. Мужчины, я говорю, слава богу, хоть мужчин смотрите, очень хорошо. Вот, то есть смотрят все равно. Вот, так вот, я горжусь тем, что мне поверили. И вот когда это поверили, то, смотрите, получается, в 50 лет, в 57 лет приходилось вновь доказывать каждый раз, чтобы тебе поверили. И вот когда вот это доверие, я заслужила доверие тем, что я показываю, что я на себе, на собственном примере, показываю, что это работает, что вот йога работает, что можно держать вес, можно держать форму, можно увеличить таз, можно подтянуть даже грудь, все можно сделать. А если еще добавочки к этому прибавить, накормить организм, то бомба получается. И вот это доверие, вы понимаете, что нужно заслужить. И показать, что вы не обманываете, но искренне. И каждый день чем-то, понятно, что я как говорю, если у вас нечего сказать, как открывать, допустим, канал, если вы не знаете, о чем там говорить? Нужно же что-то говорить, значит, должен быть наполнен, как Ирина говорила. Когда сосуд наполнен, значит, надо транслировать это. Вот время пришло делиться, все отдал, богаче стал. То есть, думайте, найдите в себе конкурентоспособные преимущества. Что вы можете сказать миру? Если вы делаете, то есть вы должны быть что-то говорить. О чем я буду говорить? Это ерунда, это и так все знают. Нет, даже если вы будете показывать, как завязывать шнурки, это все равно будут смотреть. Потому что есть люди, которые это не знают, которым интересно, которые зайдут просто на вас посмотреть. Мне пишут, что я смотрела, думала, а теперь стала прислушиваться. Или одна говорит, вы знаете, я думала, как вы можете в такой ситуации говорить о таких вещах? А теперь прошел месяц, я посмотрела на себя в зеркало и увидела заплывшее лицо, отекшие глаза. Что я делаю? Зачем я так себя реагирую на это? Что я могу сделать? Надо делать то, что ты можешь делать, чем ты можешь помочь. И в эти моменты, когда были эта тяжелейшая ситуация, когда я не могла показывать что-то такое, красивое, одежду, еще что-то, я садилась и читала стихи Эдуарда Асадова, читала стихи своего мужа, читала рассказы, читала Эльчин Сафарли «Когда я вернусь, будь дома». То есть я именно так поддерживала людей. Во время военных действий я именно так поддерживала, понимаете, стихами, прозой. И спрашивала, что вам, как я могу вам помочь. Они говорят, почитайте нам что-нибудь. И я читала, я выполняла их просьбы, понимаете, Либо какой-то, или потом уже я поняла, отток был зрителей, теперь он опять пошел, потому что люди, ко всему привыкают, немножечко ситуация, и поэтому теперь уже можно без надрыва, но очень аккуратно, осторожно тоже, но не вступать в политические, я не вступаю ни в какие дискуссии политические, Теперь, то есть вступайте в соцсети, начинайте, если вы в одной, я вам перечислила 8 соцсетей, 8, и не надо говорить, не только, я так скажу, на тему НСП.
Если исключительно НСП, придут, конечно, люди, которым только это, вот есть люди, вот Зайцев, Олег Нижегородцев, да, они говорят только, но у них уже сети какие, они уже, понимаете, могут только на эту тему говорить бизнеса. А если вы только начинаете, вы должны говорить о разном. Вот, ну, о чем-то интересно, что было бы, почувствуйте, что, какая у вас аудитория, что ей будет интересно, чтобы они прониклись к вам доверием, что вы такая же, что вы бываете, вот и, вот я сегодня стала, вот знаете, у меня постояла на голове, и чувствую, опаздываю, да, еще позвонили, мне некогда голову помыть, я взяла, надела платок, но мне позвонила женщина, я говорю, вот вы извините, вот у меня мало времени, она говорит, ничего, то есть на голове стояла, понимаете, все у меня вот так. И, ну, я живой человек, я говорю, не надо, я живой человек. То есть, что вы можете быть разной, с прической, без прически, накрашенная, не накрашенная. Надо искренне, а то вот красивой только, это тоже подозрительно. Мы же не бываем всегда красивыми. Вот. То есть, если вы еще не вступили в соцсети, и у вас окружения нету, смело вступайте. Смело. И говорю, выясните, кто, какая аудитория, что им интересно более всего. Спрашивайте у людей, что вам интересно, о чем вам рассказать. Я вот это, представьте, да, вот вы представили себя, я вот этим, а теперь скажите, что вам интересно, может быть, я могу поделиться чем-то. Пожалуйста, люди будут спрашивать, и общайтесь. И вот когда вы это доверие завоюете именно доверие аудитории своей, вот тогда вы можете говорить, скажем, на такую тему, то есть через 2 года, получается, у меня уже было доверие, я начала говорить о пищевых добавках, потому что это здоровье, это деньги, это особая такая область, да, здоровье, деньги, это очень аккуратная такая тема, тонкая. Тут надо иметь высочайший уровень доверия, чтобы говорить об этом. Я не врач, как они же все, а вы что, врач, что говорите об этом? Поэтому, это же, понимаете, у нее там живот болит, а тут я рекомендую. Это ответственность какая? Понимаете? Поэтому, если у вас уже вы завоевали доверие своей аудитории, тогда вы можете говорить на эту тему, рекомендовать. Либо пригласить специалиста. Пригласите, снимите. Вот мы в кафе сидели с этой девочкой, просто поставили вот так телефон, нажали кнопочку, пожалуйста. У меня сегодня в гостях, прям честно сказать, я только начинаю, но я пригласила для вас, дорогие мои зрители, вот этого человека, который давно. И, может быть, сразу всю информацию не надо выливать на голову человеку, а какой-нибудь одной, про какой-то один препарат рассказать. Вот я добилась таких успехов, я начинаю, давайте вместе, хотите со мной вместе попробовать, как работает, ну, какой-то препарат, там, Каскара или похудение, или детокс, хлорофильчик, я приглашаю вас, может, никто не придет. Значит, еще пока не доверяют. Или расскажите об этом. Некоторые говорят, я говорю, а ко мне никто не приходит. Ну, я примерно полгода, я все-таки заслуженный учитель России, у меня медали, как у ветерана войны, да. Но я начинала, детский центр открывала, и полгода у меня один ребенок пришел, второй, а я ездила с центра города в Новую Охту 40 минут на машине, в воскресенье ученика своего поднимала. Чтобы он вел шахматы. Я его поднимала, Макс, вставай! Приезжал ко мне, я садила на машину и везла его в воскресенье. Он сидел, спал в машине. Любовь Николаевна, куда мы едем? Макс, мы едем, у нас шахматный кружок. Хорошо, будешь учить шахматам ребенка 3-летнего. А сколько будет человек? Я говорю, 1. Любовь Николаевна, мы что, из-за одного ребенка едем в воскресенье? Понимаете, это день терять. Да, Макс, мы едем из-за одного ребенка. И он учил, у меня есть ранняя там ВКонтакте группа моего детского центра, где он занимается с одним ребенком. Я его возила туда ради одного ребенка. Вот так я завоевывала доверие аудитории. Поэтому не надо думать, если к вам кто-то сейчас не пришел, то надо все бросить и не делать. Делайте. Говорю, я формировала свой личный бренд. Он у меня был, потом я его оставила там, теперь у меня другой личный бренд. Вот этот личный бренд нужно сделать, заработать, заслужить.
И это я к чему говорю? Теперь я могу транслировать это, и люди в основном с YouTube-канала пишут мне, если вопрос какой-то, WhatsApp, везде я оставляю свой телефон. То есть основная масса моих потребителей приходит с YouTube-канала, потому что они мне говорят, я вам доверяю, и поэтому скажите как. И тогда я обращаюсь к нутрициологам сама, смотрю вот эти книжечки и рекомендую людям, регистрирую их. Сначала пишут, я их регистрирую сама и направляю куда? В Москву, в Санкт-Петербург, где они могут, то есть полную инструкцию. Позвоните по этому телефону, потому что женщины, как правило, уже такие взрослые, по этому телефону звоните, называйте свой номер, мой номер как спонсора, говорите список продукции, потом напишите мне обязательно, как у вас все получилось, не получилось. Они мне пишут, у меня все получилось. Дальше говорю, как получите посылку, напишите мне, я скажу, как принимать. А пишут, я получила посылку, принимать будете вот так. Значит, пришлите мне коротенький видеообзор вот этой продукции. То есть, понимаете, я их не бросаю, ссылку бросила и делайте, что хотите. Ни одного человека я не бросаю. Вот сегодня опять женщина позвонила из Германии, лежит в больнице, вот что делать, у нее WhatsApp нету. Ну, в общем, я говорю, сейчас я приду, там, подождите, свяжу вас со своей дочкой, я посмотрю, что вам надо и так далее. То есть это каждодневная работа. Сегодня она у меня получается основная. Но YouTube-канал, это я уже к этому отношусь проще, я сняла видео и разместила, и все. А дальше уже пошла вот такая рутина, потом люди начинают писать. И поэтому я никого не бросаю. Если ко мне обратился человек, и он, я его зарегистрировала, все, я его буду вести. Или встречаться, то есть другие уже, то есть доверие уже есть, люди на этом доверии обращаются, и я могу с полным правом это все рекомендовать. И теперь в последнее время стали уже обращаться люди, которые просят рассказать, как можно заработать на этом. Я тоже им рассказываю, как могу. У меня, такими знаниями не обладаю, но вот то, что я знаю, я им говорю. Понятно, что они только начинают, лидерами еще не стали, неизвестно, когда станут. Но эти люди потихонечку появляются. Я понимаю, что у меня впереди 17 лет, как у девочек, как вот у Ирины, моего спонсора, 17 лет, и за 17 лет, конечно, я выращу. Обязательно. Теперь что я еще делаю? Вот эти книжечки, которые, схемы Натальи Устиновой, я их покупаю по 10 штук. По 10 скупаю, на Марата все скупила, здесь покупаю. Каталоги, я не знаю, делают так или не делают, но компания мне платит определенную сумму, я чек получаю. Если у меня люди просят, если она у меня покупает эту продукцию, либо, понимаете, я иду на почту, я эту почту, в общем, не люблю я туда ходить, но сейчас я хожу на почту и практически каждый день в маленьком конвертике в разную, то в Бурятию, то в Якутию, я отправляю вот эти книжечки. Она стоит 100 рублей. Я не обеднею, но где-то вот сегодня опять отправлю, сейчас вот взяла 5 книжечек опять в офисе, я отправляю, бесплатно отправляю. И говорю, они говорят, сколько я вам должна? Не нужно, пожалуйста, будьте здоровы. И я это искренне говорю. То есть какую-то сумму я потрачу на это, но я увижу, когда люди говорят, дай Бог вам здоровья, спасибо вам большое. То есть я понимаю, что этим я как бы подтверждаю свое их доверие, оправдываю. Я не обманываю, я совершенно искренне отправляю и вот эти книжечки, я все равно думаю, что это когда-то все равно выстрелит или им поможет. И вот это доверие, вот я сегодня все-таки ключевое слово, заслужить доверие людей. А потом уже транслировать. Вступайте во все сети, заслуживайте доверия людей, и тогда можете транслировать. Спасибо, если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Люба, вот ты сейчас сказала очень-очень важную вещь, и хорошо, что сказала ты, потому что я это все время повторяю, но знаешь как, замыливается, наверное. Я всегда говорю, входящий поток равен исходящему. Это принцип, это, наверное, основной принцип в нашем бизнесе. И пока ты не отдашь, ты не получишь. И видеть перспективы этого бизнеса, делать то, что тебе нравится каждый день,
не ожидая, что сегодня ты сделал, ты сегодня должен получить, а понимаешь, что это твой вклад, твоя инвестиция, и ты обязательно получишь, потому что наше дело-то какое красивое. Как можем мы, но потребительское отношение к жизни, к людям, к ситуации, оно мешает вот нам увидеть перспективы нашего бизнеса. Поэтому тебе огромное спасибо, что ты сегодня прямо вот сказала основные важные вещи, при этом это и практические вещи, и очень глубинные.